Всем привет! И сегодня у нас есть для вас сюрприз. Всем привет! Да-да, будет батл квартет. И задумали мы не просто противостояние семей, а более интересный вариант. Мальчики, а в нашем случае это двое из ларца Андрея Молодца против девчонок в розовом, решительно настроенных на победу. Долго мы думали, что же нам выбрать для последнего батла 20-21. Остановились на рыбе. Осетров мы еще не готовили. Они еще живые, поэтому девчонки тусуются и чего-то ждут. Вот и решили. Двое из ларца Андрея идут первыми. Поехали. Сначала промокаем рыбу. И удаляем жабры. А чтобы рыба не скукожилась, необходимо убрать визигу, которая находится в позвоночнике. Интересно, справятся ли наши девчонки с этим заданием? Посмотрим позже. А сейчас смешиваем 100 грамм сливочного масла с солью и перцем. Перемешиваем. Стелим пергамент и кладем на него рыбу. Рыбу смазываем пряным маслом внутри и снаружи. Затем отделяем 8 желтков от белков. Взбиваем белки и к ним высыпаем 6 кг соли и перемешиваем. Немного расскажу о брате Андрея. Давным-давно он учился и даже некоторое время работал поваром. И, между прочим, сегодняшний рецепт согласовал не просто с поваром, а с бренд-шеф-поваром Украины. Знали бы вы, как это нас напрягает, будоражит и бесит. Нарезав тонкими слайсами лимон, на противень выкладываем слой соли и трамбуем. Далее кладем лимон и рыбу. По бокам добавляем еще лимонов. И сверху формируем соляной панцирь. Моя ти зірочка, все сам зробив, да. Открываем горячую духовку. И запекаем 40 минут при температуре 160. Таня, что ты делаешь? Ищу товары через Е-каталог. Ты же знаешь, что у меня ремонт. Да. Кстати, в этом году мы благодаря Е-каталогу подобрали много товаров. Сковородку, дрель, мясорубку, а сейчас на новую кухню присматриваем варочную поверхность. Зайдя на Е-каталог, обязательно указываем свой регион, отмечаем подходящую цену, цвет, учитываем тип комфорки и их количество. Нам хочется необычное оформление. Вот, этот вариант очень нравится. Здесь смотрим для себя приятные цены в разных магазинах, что удобно. И это все не выходя из дома. Также есть графа «Отзывы» и «Обсуждения». А еще можно сравнить разные модели. Еще этот вариант нравится. А еще стоит обратить внимание на динамику цен. Е-каталог здорово экономит время и деньги, поэтому все нужные для вас ссылки оставляем в описании. Нам пора делать голландский соус. Берем 8 желтков, соль по вкусу, взбиваем и по чуть-чуть вливаем 200 грамм топленого сливочного масла. А еще сок лимона. В результате получается отличный голландский соус. Теперь готовим зеленое масло. Берем лимон и выдавливаем сок. Дробим пучок петрушки
Далее вливаем 150 мл оливкового масла. В него добавляем укроп и варим до изменения цвета. Измельчаем блендером и процеживаем. Вытягиваем рыбу. И проверяем температуру. — 63. Пора вскрывать панцирь. Переносим рыбу и убираем соль. Красавчик! Посмотрим, что там девочки вытворили. С горем пополам, очистив внутри скользкого осетра, Катя не просто виртуозно удаляет визигу, Я просто в шоке. Как вам ее размер? а еще ведет свой кулинарный канал Мята. Что она там только не готовила за этот год? Спросите, что особенно понравилось? Конечно, сладкое. В этом деле она мастер. Увидели бы вы ее попыт? Японский хлопковый чизкейк или моти? В общем, если она и ее канал вам приглянулись, то обязательно подписывайтесь на канал Мята и рекомендуйте его друзьям. Ссылку на канал оставим в конце ролика. Для очищенной рыбы подготовим ароматное масло. Смешиваем 2 чайные ложки сухого чеснока, 60 мл оливкового масла и перемешиваем. Сначала рыбу солим снаружи и внутри, а затем сдабриваем чесночным маслом. Аромат такой, что я уже хочу ее съесть. Пряная рыба – это только первая фишка в приготовлении. Вторая – это ореховая начинка. Берем 200 граммов грецких орехов и мелко дробим. И теперь измельчим 250 граммов свежего шпината. Далее сцеживаем лишний сок с помощью сита. В отдельной посуде Соединяем 200 грамм орехов, 1 чайную ложку тимьяна, процеженный шпинат и перемешиваем. А еще посолите и возьмите оставшееся чесночное масло. Получилась самая вкусная начинка из тех, что я пробовала. Заполняем осетра ароматной ореховой начинкой. И перекладываем в рукав для запекания. Помещаем на противень и завязываем. Запекаем полчаса при температуре 190. Проверяем. Если у вас температура 55, Разрезаем рукав. Смазываем оливковым маслом. И запекаем еще 5 минут при температуре 200 градусов. нам осталось приготовить вкуснейшую заправку для салата. Соединяем 1 столовую ложку меда, 3 столовые ложки оливкового масла, 3 столовые ложки яблочного уксуса, 3 столовые ложки французской горчицы и перемешиваем. Вытягиваем рыбу. Ох и красивая она получилась! С такой рыбой точно победим! Салат с рукколой сдабриваем солью, заправкой и украшаем кольцами лимонов и клементинов.
Чем не пепе-рецепт? Очень аппетитно. Да уж, согласна. Итак, на кону 2 шикарные рыбы. Кто же победит? Девчонки в розовом. Или 2 Андрея. Да уж, волнение гораздо выше, чем мой брат, который, ко всему прочему, такой же амбициозный, как и я. Посмотрим, чья команда на сегодня сильнее. Мы уже думали звать гостей, как ребята придумали очистить рыбу от толстой кожи и сделать порционные кусочки. Выкладываем осетра на тарелку. Поливаем соусом. Сверху красная икра. Зеленое масло. И украшаем микрозеленью. Весь рецепт от бренд-шефа мы повторили. Теперь ждем только победу. Мы с Катей решили кожу не удалять. Уж больно хорошей получилась наша рыба. Поэтому ножницами делим на части. И ножом на куски. Выкладываем на белое блюдо. И украшаем цитрусовыми, зеленью, спелым гранатом и гранатовым соусом. А теперь голосуем. Ну, сынуля, не подведи. В этом куске более плотное мясо, но вкусный ореховый соус. А здесь все идеально. Мягкие распадающиеся волокна и сам соус. После первого минуса дополнительно поливаем гранатовым соусом и ждем, что скажет Давид. Очень-очень вкусно, оба. И этот вкусный. Здесь попалась косточка, но здесь очень намного мягче и соус классный. Здесь классно, что лимоном отдает. Вот, в этом плане очень вкусно. Дает лимоном. Начинка тоже прикольная, но своеобразная на любителя. Но мне больше понравилось это, потому что по текстуре мягче и соус намного вкуснее. А теперь Вова. Так, вот это, конечно, еще вкуснее, оно как будто бы чуть-чуть острое, или мне кажется.
С этой стороны рыба больше похожа на закуску, в то же время, когда эта рыба более такая плотная, ей больше наешься, и поэтому голос дают для этого. Мы с Катей продули в этом раунде 2-1. В общем, вы поняли. Подписывайтесь. Ставьте лайки И жмите на колокольчик. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!